Перед аэропортовой площадью стоит мечеть. Здесь справа зеленая зона, много зелени, памятник Ан-2. И вот информация о нем. Вот сообщили о переносе нашего рейса на 17:55 примерно. Рядом с этим самолетом 3 качели детские, то есть небольшой детский уголок. Сейчас погода немножечко портится, потому что прогнозируют дождь часа через 2-3, поэтому дует ветер. Ориентировочное время вашего вылета 19 часов 20 минут. Так, буквально еще минут через 5 перенесли на 19:25. Вы слышите, да? Вылет вашего рейса ориентировочно переносится на 19 часов 20 минут. Грозный Ташкент. Вылет вашего рейса ориентировочно переносится на 00 часов 20 минут. Всем привет, с вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня 8 мая, вылетаю обратно в Екатеринбург, но через Москву, уральскими авиалиниями. Сейчас ситуация не очень хорошая, переносят или отменяют рейсы из-за атак беспилотников, поэтому каждые 5-10 минут время вылета изменяется. Сейчас погода примерно плюс 21, дует ветер, намечается небольшой дождь. Ну, по ходу вылета буду держать вас в курсе. Слева от аэропорта возводится новый аэропортовый комплекс в форме полумесяца площадью, если я правильно помню, 11,5 тысяч квадратных метров. Его должны были сдать в прошлом 2025 году. Сдачу в эксплуатацию перенесли на 2026 год. При этом говорится в открытых источниках, что строительство идет с опережением графика. Вопрос: в каком году сдадут новый аэропортовый комплекс? Здесь к нему есть длинный подъезд, то есть фактически новая дорога строится. На втором этаже гостиница, зал повышенного комфорта, ЮТР Аэрофлот, кафе Лайнер. Еще один небольшой пункт питания напротив кафе Лайнер, в котором вообще нет никаких цен. И итоговую сумму вы узнаете там на кассе. Бургеры, например, здесь все стоят по 500 рублей. Здесь вообще нигде нет цен. На первый этаж лучше посмотреть со второго этажа. Вот вы видите, несколько рейсов были отменены и остались только на Москву и на Ташкент. Аэропорт уже столько не может выдержать на 2 рейса. Аэропортовый Wi-Fi здесь вполне приличный. Сейчас пассажиры с 2 рейсов в Домодедово и в Ташкент ожидают. Наш рейс пока значится в 19:20, а на Ташкент вообще ночью. Другие рейсы отменены. Как у меня получится с пересадкой, примерно без 15:12, я пока не знаю. Вот это более длинный ракурс на первый этаж. Вы видите, сколько людей.
Грозный, Москва, Домодедово. Уральская авиакомпания предоставляет вам дополнительные напитки для получения. Пройдите в кассе. Energy checkpoint starts with flight number 1591, doors for Шереметьево. Dear passengers, as a checkpoint ABC справа, D и F слева от вас. Просим размещаться на борту воздушного судна в соответствии с посадочными талонами. Пожалуйста, не задерживайтесь в проходе, пропускайте пассажиров следующими словами. Ручной кладь с желтой биркой просим разместить под предстоящее кресло. Пересадочный рейс в Екатеринбург у меня должен был быть 23:45, и вроде бы мы на него успеваем, но авиакомпания, видимо, решила перестраховаться и перебросили на следующий стыковочный рейс, который будет аж в 10 утра. Будет ли такая компенсация или что делать в аэропорту, я пока не знаю. Уральские авиалинии. Я приветствую вас на борту СМТ Баса 320. Вылетаем сегодня рейсом 428 по маршруту Грозный, Москва, международный аэропорт Домодедово. Время нашего пути составит 2 часа 50 минут. Я приношу свои извинения за задержку рейса, произошедшую по причине закрытия воздушного пространства Ростовской области и аэропорта Грозного в частности. Я желаю вам приятного полета и благодарю за внимание. Предлагаю вам ознакомиться с информацией по безопасности полета и действия в аварийной ситуации. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения табло. Застегните ремни. Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку. Туго затяните ремень. Для того, чтобы расстегнуть ремень, поднимите верхнюю часть пряжки. Your seatbelt must be always fastened whenever the button is on. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle, tighten the strap. To release seatbelt, lift up the buckle cover. Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Пожалуйста, убедитесь, что ремни безопасности застегнуты, спинки кресел в вертикальном положении, столики убраны, электронные устройства отключены или переведены в режим полета. Ladies and gentlemen, our plane is ready for takeoff. Please make sure safety belts are fastened, seatbelt in upright position. Tables are stopped, electronic devices are switched off in the flight mode. Thank you.
время снижения посадки ручных ног необходимо разместить на багажной полке, либо под сиденьем впереди стоящего кресла. Дамы и господа, наш самолет готов к посадке. Пожалуйста, убедитесь, что ремни безопасности застегнуты, спинки кресел в вертикальном положении. Столики убраны, электронные устройства отключены или приведены в режим полета. Ladies and gentlemen, our plane is ready for landing. Please make sure that your belts are fastened, seat back in the upright position, tables are strapped, and clearance devices are switched off in the flight mode. Thank you. Дамы и господа, добро пожаловать в международный аэропорт Домодедово, города Москва. В целях вашей безопасности просим вас оставаться в своих креслах до полной остановки самолета и отключения светового табло, застегнуть ремни. Температура воздуха в аэропорту плюс 8 градусов. Московское время 23 часа 9 минут. После полной остановки самолета просим вас взять с собой личные вещи, размещенные в салоне, на багажных полках и в карманах кресел. Будьте осторожны и внимательны при выходе из самолета на трап. Мы благодарим вас за выбор компании «Уральские авиалинии» и будем рады новой встрече с вами. До свидания. Ladies and gentlemen, welcome to Домодедово International Airport of Moscow City. Также благодарю вас за выбор авиакомпании «Уральские авиалинии». Еще раз вам приношу свои извинения за задержку рейса. Желаю вам хорошего вечера и также, пожалуйста, на данный момент не толпитесь в передней части самолета. В первую очередь на борт воздушного судна поднимется медицинская служба. Благодарю за внимание, желаю вам хорошего вечера. Сейчас 23:15, рейс, на который я должен был успеть, 271, перенесен на час 05, то есть почти на 1,5 часа. И теоретически, на самом деле, я на него мог бы успеть, если бы авиакомпания меня не перебронировала на 10 утра. Сейчас я попробую успеть перерегистрироваться на 271 рейс, пока он еще не улетел, и больше часа есть. Интересно, получится или нет. Давайте узнаем. Аэропорт Домодедово достаточно пустой, плюс 8 градусов. Так, времени сейчас, так, не знаю сколько, но где-то 23, наверное, с чем-то, 45, что ли. Ну, да, 23:47. Вот рейс 26:71, который должен был вылететь. Он задерживается до часа 05. Сейчас попробуем туда успеть. В Домодедово я не был, по-моему, года 4. Вот так он выглядит, ничего не изменилось.
Значит, у меня был билет куплен на 23:45, рейс 271. Но так как в Грозном мы задержались более чем на 5 часов, авиакомпания меня автоматически сдвинула на завтрашний утренний рейс на 10 утра. У вас рейс на завтра, на 9 мая? Ну, меня перенесли, да, автоматически, потому что мы в Грозном задержались часов на 5. Но изначально я был на 271 рейсе. Вот. И поэтому могу ли я снова вернуться на 271 рейс на свой, раз уж он задержался на 1:20? Но меня можно вернуть обратно на 271 рейс? Все занято. Вы задержались, у вас задержался рейс сюда, Да, и вас компания перенесла вам вылет на 10 да, следующего. да, но Представители вам. Нет, мне пришли смс о том, что меня переназначили, и мне в Грозном выдали вот этот посадочный талон на 10 уже. Вот так. А изначально я на 271 покупал билет. Могу показать. Ребята, всем привет, с вами Михаил, я блогер из Екатеринбурга, куда я сейчас пытаюсь попасть на 271 своем рейсе, на который я и купил билет. Авиакомпания меня перебросила на утро, на 10 утра, потому что я как бы на 271 рейс не успевал, но так как он задержался на 1:20, то теоретически я еще успеваю. И мы сейчас ждем наличия свободных мест на рейсе. Давайте посмотрим, смогу я сегодня улететь на 271 рейсе или нет. Ребята, вот это сервис, не успел я все-таки на 271 рейс, то есть на него еще идет регистрация, но, видимо, там мест нет. Так, где выход тут? Но меня поселили в гостиницу Аэроотель, поэтому вот я впервые буду ночевать в гостинице от Уральских авиалиний, да вообще, наверное, от любой авиакомпании. Ребят, прилетели в Домодедово. Из Грозного задержка была больше 5 часов из-за атаки беспилотников. На рейс свой я не успел. Ну, точнее, там не было мест, наверное, уже. Все-таки полечу на утреннем рейсе. Сейчас мне неожиданно для меня дали гостиницу. Поэтому я сейчас иду в гостиницу. Ну, долетели нормально, достаточно скучно. Нет медиасистемы на уральских. Есть, во многих авиакомпаниях Red Wings, Ямал, Победа, ЮТР, Аэрофлот, но на уральских лететь достаточно скучно, поэтому берите с собой какие-то медиафайлы, закачивайте в телефон. Поэтому давайте сейчас дождемся следующего выпуска, его анонс под этим обзором. И дальше я утром полечу в Екатеринбург. Всем спасибо, что посмотрели. Сейчас плюс, наверное, 7-8, может быть, еще меньше. Всем доброй ночи. Пока. Аэроотель, место моей ночевки. Здесь же у меня утром будет завтрак. Заселяемся в гостиницу. Вот это сервис от Уральских авиалиний. Еще и завтрак будет. Так, друзья, давайте встретимся в следующем обзоре. Утром покажу, как я отсюда вышел, и дальше полетим в Екатеринбург.